Всем привет, меня зовут Тоша. Пока готовим новый масштабный проект, на который понадобилось немного больше времени, чем рассчитывали, решили рассказать о старых экспериментах, которые давно обещали показать нашим подписчикам, а именно необычных потолках нашего дома. Долго откладывали эту тему, как-то и не доходили руки. Но просьб показать новые доступные и недорогие решения для потолков со стороны наших зрителей было все больше, и в преддверии нашего нового эксперимента эта тема показалась особенно актуальной. Сохранились только некоторые образцы наших экспериментов, остальное покажем в видео. Так что будем рады, если поделитесь своим мнением о наших экспериментах и вообще любым откликом и пожеланием. По многочисленным просьбам зрителей из-за нестабильной работы платформы, наши видео теперь можно будет смотреть в телеграм-канале. Помимо этого, будем выкладывать в нем ссылки на материалы, которые используем в своих работах. А также сможем общаться и обсуждать подробности наших проектов, интересующие подписчиков. Ссылка на телеграм-канал в первом закрепленном комментарии или по QR-коду. Заходите, мы всем рады. Итак, предыстория. Наши любимые строители, конечно, старались сделать все как можно лучше, но получилось как получилось, а расхлебывать пришлось нам. Плита перекрытия второго этажа залилась не идеально, штукатуры исправить такие перепады не смогли. От натяжных потолков решили отказаться по идейным соображениям. Гипсокартон тоже имел ряд недостатков, в частности сильно занижал высоту. К тому же было потеряно много времени на ожидание работников, которые обещали заштукатурить, замазали потолки бетоноконтактом, поняли, что не справятся, извинились и ушли. Ждать новую бригаду специалистов и надеяться на компетентность местных умельцев уже не было ни времени, ни желания. Решили рискнуть и подойти к проблеме нетрадиционно. С этого и началась история наших необычных проектов. Потом вошли во вкус, и как-то само собой родилась идея этого канала. Решили поделиться с миром идеями самостоятельного исправления косяков профессионалов. Наши потолки выполнены из простых и доступных каждому материалов, так что надеемся, это видео будет полезно. А мы уже и не представляем в своем доме стандартных и скучных решений. Так что история с очередным испытанием в виде недостроенного дома и рукопопных работников оказалась с хэппи-эндом. Сразу предупреждаем, что наши потолки настолько необычные и нестандартные, что могут в корне поменять ваше представление о прекрасном. Так что любителям нежных пастельностей смотреть не рекомендуется. Итак, вашему вниманию представляем наш самый первый и самый сложный потолок, который располагается в кухне-гостиной. Это достаточно просторное помещение, площадью что-то около 25 метров. В нем использовали два материала. Сосновые рейки, которые обрамляют акцентную стену с маминой картиной и поворачивают в коридор. В них папа встроил 3 полосы светодиодных лент, 2 из которых освещают коридор, а 3 освещает только картину. Вторая группа реек располагается на противоположной стене. Она освещает обеденную зону и переходит в вертикальную перегородку, за которой прячется холодильник. Центральная часть потолка поддерживает историю картины, выполнена из листов водостойкого USB, покрыта темно-антрацитовым составом акриловых красок и венецианской штукатурки. Это необычное сочетание дерева, темных панелей и белых стен достаточно необычно и подойдет не каждому, но нам очень нравится. В кухонной зоне такой потолок практичен, на нем не видно никаких следов, к тому же он моющийся и при желании можно всегда протереть. В спальне родителей тоже сделали реечный потолок на темном фоне. Хоть и реечные решения считаются морально устаревшими, это отличный прием замаскировать неровности и косяки, к тому же высоту потолка можно оставить максимально. Чтобы скрыть дефекты плиты перекрытия, покрасили ее в почти черный цвет. Дальше закрепили направляющие из таких же окрашенных в темный оттенок реек и при помощи пневмопистолета очень быстро приколотили рейки. Следующий очень интересный потолок находится в ванной комнате. Он плавно перетекает в акцентную стену, на которой располагается полотенцесушитель. Мама категорически не хотела делать все стены плиткой. Поэтому и придумали такой интересный дизайнерский ход. Здесь мы впервые экспериментировали с брошированной лиственницей. Брошировать интересно именно такие варианты, потому как именно брошированные сучки очень интересно оживляют и подчеркивают фактуру дерева. Дальше долго игрались с разными колерами и льняным маслом. В итоге получились вот такие интересные седые доски, которые слегка испортила желтизна от пчелиного воска. Перестраховались, терли слишком много масловоска, который никак не хотел ложиться тонким слоем и намертво впечатался в рельеф дерева. Конечно, без желтого налета было бы гораздо лучше, но это был наш первый опыт, который многому научил.
Обрамили наши доски простыми алюминиевыми полосами, которые покрасили в темно-антрацитовый оттенок водостойкой акриловой краской. Сделали выводы и приступили к следующему потолку в туалете. Он тоже броширован и выполнен из лиственниц. Здесь из-за сантехнических труб, изгибающихся коленом и уходящих на второй этаж, пришлось сильно занизить высоту и перенести вентиляционную решетку на потолок. В этом потолке использовали самые дефектные и сучковые доски, которые не подошли для ванны, поэтому сделали его максимально темным. Цвет отлично маскирует все дефекты и создает атмосферу уединенного укрытия. Ну и один из папиных кораблей тоже отлично вписался. И пока нас не закидали гневными отзывами любителей светлых помещений, срочно восстановим баланс. Следующий потолок почти белый, о нем мы рассказывали в одном из ранних шортсов. Располагается он в нашей небольшой прихожей, за этой волшебной дверью-картиной, о которой сделаем видео немного позже. На входе в дом нас встречают вот такие необычные цветы, которые мама нарисовала на загрунтованных листах того же водостойкого OSB. Светодиодная подсветка очень удачно подошла по цветовой гамме и отлично обрамила картину. У нас чудом сохранились два загрунтованных кусочка потолка. На них видно, что фон наносили неоднородный. Старались сохранить фактуру деревянных стружек и растягивали венецианскую штукатурку от почти белого до темно-серого оттенка. В работе использовали акриловые краски и венецианскую штукатурку. Ссылки на все материалы оставим в нашем телеграме. Нам очень понравилась идея росписи на потолке, потому что никакая мебель не сможет загородить эту настроенческую красоту. Следующие потолки располагаются в половине бабушки и дедушки. Некоторые из них мы уже показывали в предыдущих видео. Например, этот необычный мозаичный потолок в ванной. Кто не видел, как мы его делали, оставим ссылку на видео в первом закрепленном комментарии. В качестве основы использовали лист влагостойкого гипсокартона, который закрепили на самые мощные алюминиевые профили. В работе использовали белый дисперсионный клей, остатки плитки о стен и мозаику из натурального камня. Это был незабываемый опыт, в результате которого получился один из наших любимых и красивейших потолков. Один из первых симпатичных, но неоднозначных экспериментов с мозаикой из остатков и обрезков плитки находится в туалете. За основу тоже брали лист гипсокартона. Для того, чтобы немного утопить основание люстры, мозаику под ней не приклеивали. Делали этот потолок еще до открытия канала, поэтому сам процесс не сохранился, но небольшие подробности показали вот в этом видео, ссылку тоже оставим. Ну а сейчас покажем один из наших самых удачных экспериментов с трафаретами. Этот образец остался от потолка кухни-гостиной бабушки и дедушки. В качестве основы взяли все те же листы влагостойкого OSB, которые загрунтовали светло-бежевой краской и венецианской штукатуркой. А дальше при помощи трафаретов в хаотичном порядке нанесли трафаретный рисунок и расставили акценты золотым пигментом. Швы между кусочками OSB замаскировали шпатлевкой и золотыми акцентами. Получился очень необычный и уютный потолок с неоднородной фактурой, на котором тоже не будет видно никаких следов от готовки. Ну и один из последних экспериментов с брошированным деревом – это потолок спальни бабушки и дедушки. Он вырастает из декоративного панно, с которым мы уже знакомили наших зрителей. В этой работе старались передать атмосферу старинного сказочного терема, поэтому долго добивались эффекта состаренного и сильно пожившего дерева. Очень старались аккуратно вписать эту идею в современный интерьер, поэтому обрамили наши деревяшки гладкими рейками, декорированными мебельными гвоздями с золотыми шляпками. Скошенные планкины с лиственницы крепили к направляющим из его же обрезков, прямо к плите перекрытия. Поэтому здесь сохранилась практически первоначальная высота. Подсветка из светодиодных лент направлена в углы и не слепит отдыхающих. Как делали последний необычный потолок в моей мастерской, подробно рассказали в этом видео. Ссылку оставим в первом закрепленном комментарии. Его сделали из загрунтованных листов гипсокартона, на которые хаотично нанесли трафаретный рельеф и покрасили светлой краской.
Уникальность этого потолка в том, что декорировали все листы на столах. После монтажа осталось только замазать места креплений, и получился вот такой стильный и брутальный потолок, который отлично обрамляет и поддерживает стилистику нашей акцентной стены. Нам очень интересно ваше мнение, какие идеи исполнения понравились и что не совсем удалось. Если вам понравилось и было полезно, будем рады любой поддержке, отзывам, комментариям, ну и, конечно, новым подписчикам. Ну а прямо сейчас мы готовим еще один интересный проект, в котором будет много нестандартных материалов и техник, ну и, конечно, еще один необычный потолок. Впереди много интересного.